я знаю, что современные мусульмане, то бишь в современном исламе, да, Аллах и Мухаммед это одно божество. У них Бог огня это Аллах, Бог воды это Аллах. Аллах это, то бишь, слово такое, что это Бог. Да. Знаю, что тоже есть какие-то разные там какие-то ответвления. Знаю, что люди почитают Бога. В общем-то, христиане и мусульмане почитают одного Бога и говорят, что Бог один. Вот, ну там называют его по-разному, да. Настоящий буддист – это человек, наверное, который хотел бы достичь тех высот, которых достиг основатель буддиста, сам Будда. Вообще буддизм – это философия, это не религия. Чтобы религия, должен быть Бог, а там нету Бога. Там есть Будда, который только учит, как жить на этой земле правильно, да? Я считаю, что Коран действительно был им продиктован богами. Я с соседом живем, да, у нас христиане живут, я живу, да, у него в душе очень хороший человек. Я буддист, это думаю сейчас про долину, про чебуреки, про позы, да. Я знаю, что у них пойдешь, и в основном тебя не будут обманывать. О христианах я знаю немного, но хотелось бы знать больше. У меня есть христианские друзья. Я читал Библию. Это я в 96-м году, когда ездил в Америку, в Соединенные Штаты. По воскресеньям нас возили вместе со всеми в их католический, по-моему, да, храмы, church. Даже вот так я еще был тогда уже хувараком, студентом. Мы вот так сидели и молились, читали их тексты на английском. Я так еще остерегался, сомневался, как мне быть, и просто сидел молча, помню. Что мы знаем друг о друге? Когда твой сосед по лестничной площадке исповедует другую религию, зачастую это вызывает страх. То самое слово – ксенофобия. Избегая общения с представителями других религий и конфессий, мы начинаем жить мифами и слухами. Все мы, православные католики, протестанты, буддисты, мусульмане и шаманисты, живем в одном доме, который называется Земля. В этом фильме мы рискнули предположить, что есть нечто общее, что нас объединяет, и это милосердие. Когда в 2019 году было ужасное наводнение в Тулунском районе, то наш фонд выезжал туда с гуманитарной помощью. В команде были католический священник, 2 протестантских пасторов и православный священник тоже. Горе, которое мы видели у людей, и наши старания помочь им, объединило нас, вызвав уважение друг к другу. В каждом из священных писаний, будь то христианских, мусульманских или буддийских, мы найдем, что сострадание является значимым и важным моментом религии. Чтобы лучше понять роль милосердия, мы задали вопросы уважаемым представителям разных религий, и вот что из этого получилось. Ну, это, я думаю, наверное, милосердие, это такая вот добродетель христианская для нас, по крайней мере, которая должна быть присуща каждому православному человеку. Именно присущая, она должна быть в его естестве, в его природе заложена. Но для меня это вот как раз эти два корня, из которого это слово состоит. То есть милость. И где-то здесь вот у нас внутри милость сердцу, да, то есть вот близко к сердцу. Ну, милосердие, я думаю, само по себе говорит, да, составляющая из 2 слов. Милость и сердце, да, что миловать людей, относиться как-то снисходительно, прощать. Для нас, для шаманов, милосердие, конечно же, мы определяем в первую очередь отношение ко всему через душу и сердце человека. То есть это миролюбие, миропочитание, мироуважение. А вторая уже часть – это милость, то есть это уже проявление в добрых делах, каких-то в сострадании, прощении. Ну, знаете, милосердие по-буддийски, наверное, правильно будет звучать как сострадание больше. Милое сердце, да, то есть жалеть других, сострадать им, желать им избавления от страданий, от боли. Если это понимать в контексте сострадания, то это основа, в принципе, основа всей практики буддизма. Первый принцип – это не забывать, что то, что мы делаем для одного из малых сих, мы делаем для самого Христа, и это налагает на нас очень большие обязательства и очень серьезную ответственность. А второе – это, конечно же, тайное творение милосердия, потому что
мы это делаем не на показ всегда, мы это делаем так, чтобы человек получал помощь, а не для того, чтобы самим как-то вот отрекламировать себя, свою церковь, свою деятельность или еще что-то. Чем отличается любовь от милосердия? Любовь — это когда вот в браке или где кто любим кого, друзей когда любим. Мы любим кого-то, и любовь получает тоже ответ, и нас любит. В том смысле, что мы можем получить на какие добро от других людей, да, вот. А милосердие — это любовь, которую мы даем и знаем, что только Бог может нам отдать за этот. Мы, мусульмане, вот, начиная любое дело, всегда говорим «Бисмилляхи рахмани рахим». Это переводится именем Аллаха, милостивого, милосердного. Вот. То есть мы знаем, что Всевышний милосерден и желает, чтобы мы тоже были милосердны. Милосердие — то, что дает нам мотивацию работать, именно в духовном плане развиваться. С точки зрения православия это качественная составляющая Бога. Так как человек, живя в этом мире, не живет без Бога, а именно Бог живет в человеке, то и все те качественные составляющие, которые есть в Боге, они так или иначе выходят в мир через человека. Правда, при этом случается преломление и силы, и качества, и количества. Если эти дела накормить хорошо голодного. Я помню прекрасную притчу вот о страшном суде, когда Христос говорит, кому сделали из малых сих, накормили, напоили, вот, приютили, в тюрьме посетили там, и так далее. Значит, и мне сделали. Никто не отрицает. Но если человек... А есть еще другие слова. Запотеет милостыня в руке дающего. Да, есть такие слова. Вот, библейские. То есть, если эта милостыня принесет вред, то, наверное, сложно нам сказать, что это дело милосердия, потому что мы внешне-то человека вроде как бы накормили, а правильно сказать, не накормили. Когда он голодный помирает с голоду, мы его накормили, это понятно. И он не помер с голоду, все, он живет. Вот. А когда мы начинаем дальше кормить, у него аппетиты развиваются. И если тот человек, благодаря таким нашим якобы добрым делам, становится больше потребителем, то это мы наносим ему вред. Тело вроде накормлено, да, а душа у него, получается, личность его разлагается. Ну, если мы говорим вот прям действительно о милосердии, да, вот не о каких-то чувствах, которые вот мимикрируют под милосердие, да, там разных религиозных чувствах, чувствах какого-то долга, да, еще что-то, то мы с вами очень быстро поймем, что, наверное, истинное милосердие, оно не нуждается в мотивах. Потому что как только появляется мотив, значит появляется какая-то корысть, то есть появляется желание чего-то, да, то есть это может быть явное, например, я организовываю там, не знаю, фонд помощи детям, да, и это моя работа, и я получаю с этого зарплату, и чем лучше я работаю, тем больше моя зарплата, больше мой штат, да. Это может быть неявная причина, например, ну, я совершаю дела милосердия, потому что мне так велят законы моей религии, или потому что мне так вот на проповеди сказали, или потому что я в рай хочу попасть, или еще что-то, да. И это все на самом деле тогда не милосердие. Это все, ну, какой-то такой бартер, что ли. Поэтому я не думаю, что истинное милосердие действительно нуждается в мотивах. Как истинная любовь на самом деле. Потому что любим мы не за что-то, любим мы чаще всего вопреки чему-то. Тогда это истинное милосердие. И мы проявляем всегда милосердие, должны проявлять милосердие. И знаем, что если мы будем милосердны, то Всевышний нам тоже будет милосерден, милостив к нам. Есть еще место в Библии написано, что благотворящий бедному дает взаймы Господу. Такая хорошая мысль, что если ты благотворишь бедному, помогаешь, то есть человеку, который, так скажем, может быть в худшем положении, чем ты,
в материальном, ты благотворишь, да, бедному, ты даешь взаймы Господу. То есть ты как, ну, некое одолжение, что ли, Богу сделал, и как бы Бог вроде как, ну, типа, тебе еще больше даст. Вот. Ну, такая мысль, она, конечно, вдохновляет тоже любого, наверное, христианина или человека, который читает Библию, ну, и вычитал такое место, что помогать другим людям. Милосердие, я думаю, что в христианстве занимает основную роль, ну, главную, одну из главных ролей. Поэтому, ну, я считаю, что милосердие – это, вот, значит, и понимание других, снисходительность к ошибкам другого, терпение, доброта, оказание ему помощи другим. Даже мне очень понравилось в прошлом году, в начале Великого Поста, Папа Франциск, когда говорил про милосердие, он обратил внимание на то, что частью милосердия является время, которое дарим человеку. Что не только отмахиваемся неким коротким действием, чтобы якобы успокоить свою совесть, а если хотим помочь, скорее всего, придется потратить больше времени, чтобы наклониться над человеком, может быть, услышать его, может быть, понять его настоящие нужды. И это тоже часть милосердия. Вот по примеру, скажем, евангельского милосердного самарянина, да, который вот не прошел мимо человека, который был даже ему чушь его по вере, там, скажем, чушь по его убеждениям, но тем не менее он все свои амбиции, все свои как бы оставил в стороне и как бы бескорыстно этому человеку помог, скажем так, его, перевязал его раны, там, возливая вино и елей, посадил он на своего там ослика, привез в гостиницу, оплатил его лечение и даже пообещал оплатить этому содержателю гостиницы того, что он больше там потратит. То есть это, я думаю, такая добродетель, которая начинается от и до я. То есть если мы только что-то помогли, а дальше было в наших силах и не стали делать, как бы нет полноты этого милосердия. А я думаю, милосердие вот именно как вот в Евангелии. То есть ни на кого, никому не доверяя, никому не поручая, все максимальное от тебя зависящее ты должен положить вот это на алтарь этой любви к ближнему. Милосердие – это, наверное, начало всего, что человек в жизни должен понять, ощутить и к чему он должен прийти на своем жизненном пути. Однажды у меня была назначенная встреча, я бежал, чтобы не опоздать на эту встречу. И пришел человек, у которого, очевидно, были проблемы, который очень сильно хотел поговорить. И он мне говорит: отец Владимир, нужно поговорить. Я в этой спешке сказал: Вадим, не сейчас, у меня люди. Я употребил такие слова. А лишь 3 года спустя этот человек мне сказал: я тогда почувствовал, что я не человек для вас, да. И знаете, эти слова настолько глубоко они запали в мое сердце. Я даже неправильно выразился. Может быть, если бы я сказал: у меня назначенная встреча, я сейчас не могу, было бы по-другому. А я вот сказал именно так: у меня люди. И человек вот почувствовал это как, ну вот именно так, я не человек для вас. Вообще милосердие мы как духовные люди проявляем ко всему и вся. То есть вот говорят же, усмирить своих коней. И говорят, что все проблемы, все болезни от психики, от нервов. Но нервы — это же чувства, это эмоции. И здесь также, если человек эмоции не сдерживает, то может дров наломать. Себе вред принести, не дай бог, там, и посторонним людям. И общаясь с сердцем, общаясь с людьми, душой, вот я считаю, это и милосердие. Сегодня, допустим, девушка пришла, у нее ребенок 7 лет, и вот он ночью не спит. И вот как вот только милосердием, только душой, вот с ним поговорили, объяснили, за него помолились, сделали обряды. Вот, сейчас будем смотреть, как он выздоровеет. Без милосердия не бывает духовного роста. Таковыми были наши предки, которые сюда пришли. Может быть, не самого лучшего воспитания, да, мы можем быть дикарями называть, но они были милосердны. В них грех со спасением, да, грех со спасением в них связан был. Они одних били, других гладили. Было такое дело, но милосердие в них было. Вот. И они понимали, когда бить, а когда гладить. Вот, может быть, перебарщивали по-человечески, да, как грешники. Но этого хватало для того, чтобы мир-то расцвел, развился здесь, понимаете? Вот в этой холодной пустыне.
Без милосердия нет ни духовного роста, ни вообще роста общества. Это говорит, что эгоизм, он рождает страдания, а вот милосердие, оно как раз-таки, ну, это радость, то есть это исходит из сердца. Но как любой духовный рост, он непрост. Любая, ну, все, что вообще касается, да, роста, это самоотдача, это жертвенность, ну, так и здесь. То есть это такой трудный путь. Я часто тоже шучу, у меня есть такой, ну, не знаю, анекдот, ну, в нашей церкви его знают, точно. Курица и поросенок на ферме там общаются, дружат. И вот однажды они увидели путника, который проделал большой путь, и уставший такой, изможденный. И курица обратилась к поросенку и говорит: слушай, ну смотри, какой уставший, давай ему поможем, давай ему послужим, давай приготовим ему яичницу с беконом. Вот, на что поросенок ответил: слушай, ну для тебя это будет просто жертва, а для меня полное посвящение. То есть духовный рост — это не просто как бы вот жертва, да, это... То есть человек должен быть готов на полную самоотдачу, на полное посвящение. Поэтому здесь вот так же и с милосердием. То есть если человек, ну, хочет в этом развиваться, да, поднимать и понимать тему милосердия, расти в этом духовно также, ну, полное посвящение нужно. Мы нуждаемся в милосердии, знаете. Вот как раз потому, что сколько бы у нас ни было материальных благ, они нам счастья не дадут. Они нам счастья не дадут. А когда мы научимся этим делиться, вот тогда мы увидим, насколько глубже радуешься этими благами. Вот и как раз говоря о милосердии, о том, что мы должны жить этим милосердием, мне кажется, что это как раз путь воспитания будущих поколений. Это вот как раз вот в дела милосердия мы должны включать детей. Самых маленьких, самых молодых, чтобы вот именно таким образом у них зарождался этот путь, это стремление творить добро, помогать другим. Как раз это и есть основа. Постоянно, везде и во всем. Без этого как бы наше самого существования смысл теряется. Для войны воины, для милосердия духовные люди. Идет война. Уникальные кадры. Гонялись с мальчишками за скворцами, с рогаткой. Ну, скворцы же ушлые, а мы неопытные. Но удалось одного подбить. И он упал, когда на землю. Я вдруг понял, что ну неправильно это. Вот он летал, пел, сейчас упал. Я его взял себе, положил его за пазуху скворца и пошел домой. Так мне его жалко стало. И он раз и отжил. И давай тут меня чирикать. И такая радость на душе. Я его выпустил, он улетел.
понимаете, вот все, что в жизни нас окружает, может быть предметом нашего расстройства, а может быть предметом нашей радости. И, к счастью, большинство людей это понимают, но не включают туда людей. У нас люди лучше относятся к собакам и кошкам, к оленям там и барсукам, к форели и к акулам, чем к людям. Почему? Потому что понимают, природа беззащитна перед лицом человека. А человек, они думают, о, он такой, он может защитить и вреда понаделать. Хотя человек еще беззащитнее, чем, скажем, эти акулы и прочее, и прочее. Вспомните вот в Таиланде землетрясение и наводнение. Куда делись человеческие силы? Никуда. Это было милосердие. Вот это такая композиция получилась. Каждый человек, мне кажется, должен быть от природы милосердным. Мы же все равно как бы одна большая семья. Вся эта планета Земля – это одна семья. Мы должны понимать, что мы все братья и сестры. И все можем оказаться в подобной ситуации, даже если так говорить. То есть мы должны никогда не пройти мимо. Милосердие, так понимаю, не только и бескорыстная там, помощь кому-то. Это может быть даже и расценить как прощение, скажем, обид, нанесенных вам кем-либо. Причем такое искреннее, чистосердечное прощение, что ты не имеешь ни на кого зла, это, я думаю, тоже можно применить слово так, акт милосердия. В плане богословия, я думаю, что на протяжении, уже получается, тысячелетий, люди мудрые, образованные, общались, вели переговоры, и сложно найти единый путь, в котором мы объединимся и создадим одну церковь, вновь единую христианскую. А вот милосердие – это тот момент, в котором как раз там нет разногласий. Потому что, делая милосердие, я думаю, что мы не должны начинать с вероисповедания. Я делаю милосердие не потому, что я католик, а я делаю милосердие потому, что я человек. И также мы не должны спрашивать, кто ко мне приходит. Член моей общины, верующий человек, приходит тот, кто беспомощен, тот, кому нужна помощь. И как раз, вот я думаю, что в этом плане мы можем действовать сообща, потому что мы не будем спрашивать друг друга про вопросы веры, не будем устраивать богословские дискуссии, а просто будем помогать. Когда надо человека накормить, так надо его накормить. Все, и там нет вопросов. А еще при этом придумать, как сделать, чтобы этот человек со временем сам начал отвечать за себя. Не только протягивая руку к нам, а вот именно, чтобы его довести до такого момента, что я сам могу за себя побороться. Я думаю, что как раз вот в такой реальной работе как раз эти разные вероисповедания не будут никакой помехой, никаким препятствием. Убеждения должны быть, что ты вот именно я христианин по убеждениям. То есть я не сменю веру никогда. Но я никогда не буду осуждать человека другой веры, там, тем более христианской, там, другого направления, католиков или православных. Вообще никогда. То есть это мои братья, я считаю, что это мои братья. Они верят в Иисуса Христа так же, как и я. Я их уважаю, независимо от того, как они ко мне относятся. Считают они меня сектантом или не считают. Это уже их, так скажем, проблема, но я не хочу никого осуждать, я хочу всех любить. Но, к сожалению, так бывает, да, что люди из других конфессий осуждают не таких, как они, вот, и какие-то есть распри, разногласия. Но я думаю, что зрелость, опять же, зрелость вот,
Духовная зрелость, она не толкает людей к разногласиям, она толкает на единство. Например, если с соседом живем, да, у нас христиане живут, я живу, да, потом еще другие живут. Мы друг с другом общаемся очень хорошо, тесно. Мы знаем, чтобы у него в душе очень хороший человек. Когда отношения друг друга много будет, общения. Например, вот который другие государства здесь приезжают, работают, да, они некоторым как братья стали друг друга, потому что они общаются каждый день. Друг друга знают про хорошие дела, про беде, друг друга поддерживают. Хочу сказать, что здесь уже живу 5 лет в России. И интересно, вот ксенофобия полякам среди людей, я не ощутил вообще. Я хочу сказать, что то, что нам очень часто говорят по медиам, по телевизору, да, что поляки вас ненавидят, что русские ненавидят поляков, это вообще ложь. Это я испытываю, кто мне начинает такое навязывать, я говорю, слушай, ты поедешь в Польшу, посмотри, або спроси человека, который был в Польше. И увидишь, какая есть истина. Не смотри на телевизор, потому что, имей свой ум, да. И я хочу сказать тоже, я боялся в Россию приехать, потому что меня говорят, тебе убьют здесь, что-то, до такого вот довели, да, вот что. А я здесь очень много добра встретил, хороших положительных эмоций, что я поляк, и встретил обычных людей. Да, в Магадане был человека в магазине там охота и рыбалка, да, мы начали общаться, он меня пожал руку и сказал, вот хорошо, ты хороший человек такой, вот привет за всем полякам, да. Некоторые приходят ко мне, мои знакомые такие, там, конечно, ситуации разные бывают, бывает, что какие-то выпившие, еще какие-то, и начинают мне рассказывать. Вот один пришел ко мне знакомый, не встретился, на улице встретился, мой такой старый знакомый такой. Он говорит, а ты что, не знаешь, что вот наша вера шаманская самая типа древняя, самая там какая-то истинная, шла мне что-то рассказывать. А я ему говорю, у тебя есть с чем сравнить вообще? Он говорит, нету. Я говорю, все тогда, рот закрой. Вот нормальный ответ православного человека. Вот как бы такой маленький пример. Очень красноречив же ведь. Терпения-то нету. Даже выслушать человека, там, скажем, как-то не знаю. Охота просто отвязаться и все. Сказать еще грубостей каких-нибудь. Многие приходят, проверяют нас. Были такие случаи. Их отправляла церковь. Именно ко мне отправляли. Я с ними общался. Я даже не знал, что они оттуда-то. И все, как обычно, никогда не подготавливаешь, как процесс, рабочий момент, все, что один признался, что вторая девушка была призналась, у нас задачи были совершенно другие. Потому что, говорит, мы ждали, что парень, что девушка, мы ждали, когда вы начнете говорить плохое, что вот вы такие классные, а все остальные религии, вероисповедания, это вообще неправильно. Когда вы, говорит, проявите себя как экстремист. Удивительно, что практически все религии говорят о том, что духовно развитая личность – это человек сострадания. Это человек, который открыт другим, по-доброму относится ко всему миру. Таким образом, мы начинаем понимать, что милосердие является основанием для межрелигиозного диалога, а такой диалог нам крайне необходим в современном мире для добрососедских отношений между религиями. Иначе нас ждет ад. Где находится Мьянма? Атаку на единоверцев. Кадыров сравнил преследование народа Рохинджа со зверствами. И его участники, наоборот, требуют защитить буддистов от мусульман. Мы боимся друг друга. Страх провоцирует нас на самые страшные поступки. В июне 2020 года СМИ потрясла дикая история, когда группа христиан в Южной Америке сожгла заживо человека другого вероисповедания, живущего с ними в одной деревне. Надо ли говорить, что религиозные войны самые страшные? Недостаток знаний друг о друге рождает страх, ксенофобию,
А это прямая дорога к экстремизму. Как один классик сказал, что история учит тому, что ничему не учит. Ну, то есть некоторые люди так из нее и не извлекли никаких примеров. Хотя, ну, и в Писании говорится, что нет ничего нового под солнцем. Да? Но экстремизм никогда ни к чему хорошему не приводил. Никогда. Нет ни одного примера в истории, чтобы это заканчивалось хорошо. Вот. Наоборот, то есть он сеет разрушение, разделение, войны, смерти. То есть я считаю, что экстремизм, он от дьявола. Религии должны нести мир в людей, в человечество, но никак не должны сталкивать людей, разжигать конфликты. Это, я считаю, ошибка. Это грубейшая ошибка, которая спровоцирована эгоцентризмом и которая присуща человеку. Нам нужно смотреть шире. Вот когда мы сделали обряд большой, да, с верблюдами, да, да, вот нас причислили к экстремистам. Ты представьте, вот что мы здесь развиваем экстремизм, что вот государство России, там все. Ну, это маленечко неправильно, да. Ну, экстремизм, конечно, вот даже взять вот в Сирии, да, вот самая последняя, да, горячая точка, да, ну, так сказать. Ну, они же взяли вот эту Пальмиру, взяли и разгромили всю. Это же памятник, это, представьте, сколько он стоял, да, а взяли, разрушили. Ну, это же уничтожение, а это же кто-то же этим же занимается, это же целенаправленно делается, это же уничтожается история, это уничтожается целые поколения. Ну, конечно, в исламе нету терроризма, экстремизма, потому что само слово «ислам» — это же мир, умиротворение. От слова «салам», вот мы приветствуем друг друга, «ассаламу алейкум» говорим, «салам» — мир, «алейкум» — вам, да, мир вам. «Салам» и «ислам» — это однокоренные слова, «ислам» — это значит умиротворение, привнесение мира, наоборот. Поэтому ислам и терроризм — это несовместимые понятия, конечно. И этот человек никогда не совершит зло, потому что ислам — это религия семейная, это религия мира. А то, что мы знаем про священную войну, там же в Коране есть четкое предписание, что если условия мира предложенные, если попытки вот мирным путем разрешить конфликт не помогают, вот тогда это как крайняя мера. Но это же и Христос сказал, что мы должны мириться с соперником своим, вот, что мы должны искать согласие, вот, чтобы защищать себя. А в какой бы религии это ни было, да, если брать христианство, там крестовые походы, если брать мусульманство, да, там неверный, да, там и человека могут убить, я думаю, что люди заблудились. Я думаю, что люди отклонились, это какое-то отклонение от своей веры, от истины, потому что Бог в принципе против насилия. Человек не вправе забирать жизнь другого человека. Надо любить ближнего. Даже Христос призвал врагов даже любить своих. И в этом плане не противился, и никогда ни силой вот, насилия ничего не достигал, а наоборот силой своей любви. Один из экстремизмов, вообще экстремизм, есть экстремизм, который мне нравится. Вот первый экстремизм — это святой Франциск, который все бросил, да, чтобы пойти за Богом. Другие экстремисты, это, которые мне очень нравятся, это мученики за веру, которые почти добровольно отдают жизнь за Бога. И это экстремизм веры. Але настоящий экстремизм веры, который нравится Богу, это жертвование своей жизни, а не чужой. Иисус нас учит вот того, что мы должны быть готовы даже отдать свою жизнь, а не чужую. Иисус Христос обращал к вере людей, да? Он обращал к вере людей, но Он за это умер. Его убили за это. И сейчас переживаем Великий пост. И Он показал нам настоящий экстремизм. Ты должен держаться Бога и быть готов даже умереть за свою веру и за то, что веришь, а не убивать других. Один мужчина вот на степи идет, он захотелся воду попить, да? Он нашел колодца, попился водой и обратно идет. И это время один собака идет мимо. Он тоже хочет воду попить. Он очень
жарко было. Он достал воду и тоже кормил. За это доброта Аллах Всевышний его наградил. Поэтому истинный мусульманин никогда не должно быть другие человеки в вреде. Пророк наш Мухаммад алейхиссалам сказал, если истинный мусульманин, кто, когда вопрос дали, истинный мусульманин своим языком, своими руками, своими вещами, своим предметом, чтобы другой человека вреде не создавал. Вот это истинный мусульманин. Вот который человека убивает, который стреляет. Я не знаю, вот они, наверное, думают от ислама, но на самом деле это не ислам. В церкви находятся люди, ее создают люди. А люди это в том числе и грех, и слабость. На самом деле этих проявлений, негативных проявлений гораздо меньше, чем проявлений милосердия. Только разница между злом, между грехом и милосердием такова, что милосердие, оно очень часто невзрачное, оно непривлекательное, оно просто тихое. Зачастую вот как раз мы творим милосердие и не афишируем этого. А хватит один негативный, такой яркий пример, и он зальет сейчас экраны телевизоров, он зальет сеть в интернете, и об этом услышат все. Грязь, скандалы, к сожалению, они более интересные, ну, в кавычках, если так скажем. В чем виноват, скажем, маленький узбекский мальчик, что он родился в мусульманской семье? В чем виноват, скажем, литовский крестьянин, то, что он родился в своей Литве, и он католик? Ну, в чем он виноват-то? Ну, в чем его вина? Ну, я не знаю. У мусульман так, родился в семье мусульманской, у тебя нет права выбора даже. Ты уже потом, когда станешь взрослым человеком, ты уже сам своей волей можешь что-то избирать. А ты родился всего в этой семье. Ты растешь, живешь, там все, там, в принципе, там есть понятие нравственности и так далее. Ну, в чем виноват он? Что он не православный? Да ни в чем, по-моему. Вины нет в нем. Да, таких примеров много вообще. Ну, а сказать, что нет, они мусульмане, они спасутся. Не, никогда. Как так можно сказать? Ты кто такой-то, чтобы так сказать, во-первых? Есть разные точки зрения. То есть у людей, ну, мы все разные. Да? Даже в одной семье могут быть разные точки зрения. То есть у мужа своя, у жены своя картина, у детей тоже свое представление. И в семье же мы как-то вживаемся тоже, да, понимаем, что никуда нам не деться. И если мы хотим иметь мир, если мы хотим куда-то стремиться, да, что-то достигать, то, конечно, тут нужны и компромиссы. Но самая лучшая форма – это диалог. То есть лучше диалога никто еще ничего не придумал. Любая война, любая конфронтация все равно приводит к диалогу. Так можно просто миновать вот эту вот, да, часть конфликта или разрушения, а сразу прийти к диалогу. Ведь Христос не призывал нас быть ближе друг к другу, Он призывал нас к единству. И вот строить какой-то диалог ради единства, это, на мой взгляд, правильно. Да, я думаю, это самая лучшая точка соприкосновения для вот общего диалога, потому что это объединяет, это не разделяет. Там нет разговоров о каких-то религиозных доктринах. Просто ты берешь, проявляешь доброту к людям и делаешь это вместе, плечом к плечу. И я думаю, что как раз это могут делать все. Это могут делать рожденные свыше, христиане, это могут делать другие религии, это могут делать светские люди, не христиане. Но быть добрыми и оказывать эту помощь людям. Поэтому я думаю, что самая лучшая точка объединения – это какие-то социальные проекты. Для того, чтобы проявилось или взрастилось сострадание в человеке, конечно же, его нужно привести к этому. Ему нужно показать на примере, как это работает и как это помогает. Только тогда, когда человек будет сам усердствовать в этом, анализировать, размышлять об этом, тогда он будет потихонечку понимать пользу от такого образа жизни, сострадательного образа жизни. И тогда человек будет меняться. Но, к сожалению, человек в сегодняшнем мире занят своими какими-то разными делами, какими-то другими вещами, которые его отдаляют от понимания или размышления о сострадании. В силу, опять же, вот, внутренних собственных
эгоцентризма, как мы говорим, да, эго, понятие «я», привязанности к своему «я», личного счастья, личного обогащения. И наше дело, как раз-таки религиозных представителей, священнослужителей, обратить внимание на это. Это дуа. Раббана атина фи дуня хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан-нар. Сделай мне счастливее этой жизни и следующей жизни, и мне спаси от огня ада. Я тоже желаю всем, чтобы вы тоже это жили, в следующем жили были счастливыми. Ассаляму алейкум рахматуллах ва баракатух. Ну да.